Всем привет! С вами опять Лобанов. 22 января 2017 года. Главная площадь города Хелмна. Прежде всего хочу сказать спасибо за пожелание скорейшего выздоровления. Мне буквально на следующий день стало легче. Сегодня воскресенье. Цель велопокатушки, велопутешествия. Директива выходного дня, как хотите. Доехать до геотермальных все-таки источников недалеко от города Грюдзёнс, с заездом в город Грюдзёнс. Спасибо, ребята, за пожелания. Поехали! Так вот, первая остановка на пути. Выпить кофе, съесть шоколадку. Что хочу рассказать о том, что я проехал уже, чем отличается вот Польша от Украины. Вот вообще даже, да, то, что дороги отличаются, это 100%. Еще мне понравилось, это уже начинаешь замечать, когда уже немного поездишь, немного посмотришь, немного вспоминаешь, что дома, что здесь. Самое первое хочется отметить, это нет свалок. Вот какую бы сторону города не поехал, не выехал, ни на выезде, ни на въезде, ни потом, ни везде, ни одной нет свалки. Весь мусор перерабатывается и просто природа не уничтожается. Второе, это нет беспризорных собак. Вообще нет. Ноль. Ты едешь, идешь с ребенком, там люди гуляют с детьми, не переживая, что кто-то нападет там на них. Я это понимаю, я люблю собак, какой период жизни работал с собаками очень плотно. Я знаю их природу и понимаю и их, и людей тоже можно понять. В Польше этот вопрос решен. Беспризорных собак нет, а если где-то кто-то гуляет со своей собакой, то обязательно на привязи. Обязательно она находится на поводке. То есть я никогда практически не видел, чтобы собака гуляла на вольном выгуле. Где-то, где находятся люди там. Вот даже вот сегодня ехал, можно сказать, по селам. Человек шел с овчаркой на поводке. Хороший немец, длинношерстный красавец. Но он был на поводке. Вот. Даже были две собаки, которые... Вот немного соврал. Были две собаки, которые находились не на привязи, не на поводке. И поблизости не было людей, хозяев. Но они, увидев меня, никак не среагировали. Не побежали, не начали лаять. Хотя я уже... Вспоминая Украину, приготовился, схватился за руль, думал маневрировать, останавливаться или давить педали, там, ускользать от них. Ничего этого не случилось. То есть они себе там посмотрели и пошли по своим делам. Наконец-то докрутился. За моей спиной начинаются эти геотермальные. Там вот одна пирамида, дальше другая пирамида. Внутрь не заходил. Еще не знаю, куда там деть велосипед и что он там будет. В принципе, сейчас пойду узнаю. Вот, друзья, мы внутри. Здесь все очень красиво. Интересно. Вот. Сейчас попытаемся так снять. В общем, вот за моей спиной сейчас это лягушатник, здесь дети. Потом дальше ресепшн сзади. Вот здесь вот. Здесь народ осмассирует. Здесь в этом здании находится раз, два, три, четыре бассейна. С разной температурой. Некоторые бассейны сделаны как джакузи. Здесь еще находится сауна, сухая.
Рабочая температура 105 градусов. Ну, в принципе здесь находится бассейн. 32 градуса температура воды. Ну, в общем, как видите, здесь все очень людно. Руководитель ресепшена просил не снимать людей, не всем это нравится, но вот так вот панораму я вам все-таки покажу. Ну, детвора балуется, отлично. Вот это все. Здесь люди осмассируют. Сейчас попробуем показать раздевалку. Вот такая вот раздевалочка. Здесь вот фен, так как я полотенце не взял, я буду пользоваться феном. Что интересно по раздевалке, здесь нет ключей. У вас есть вот такой вот на руке чип, он есть и ключом, и по нему считывается время. Вот такой вот приложим сюда, номер 123. Надо сначала вжать внутрь, а потом вот так вот. Ну, в общем, немного я вас обманул, не покажу я вам елку в городе Грудзенц. Сзади меня была большая елка, больше чем Хелмна, наверное, ну немного красивее. Ну вот, не стали ждать до июля месяца и убрали ее. Все, отпраздновали, хватит, пора работать, елки пора в лес. Вот так вот. Что еще хочу сказать о Польше, что мне понравилось. Здесь пропаганда, хорошо идет пропаганда спорта. На прошлой неделе, когда как раз я болел, в Хелмна проходило состязание там, или конкурс, ну, в общем, по ходьбе. Часто замечаю, народ ходит, любит много ходить. На дорогах встречаются бегуны. Вообще, как, куда не заедешь, там Свечи, вот Грудзенц, по дороге ты всегда встретишь 2-3 бегуна. Вот сейчас я ехал тоже, там 4 бегуна по лесу там бегали. Велосипедисты часто встречаются. Выходные это у них все счастье, вот тоже, как и я, выбираются. Вот это много в Польше, очень много. Даже вот в таких вот провинциальных городишках, маленьких, там даже можно сказать, это, я их считаю вообще, Грудзенц, Хелмн, это как у нас райцентры. Они небольшие, немногочисленные, вот, и здесь народ вот любит заниматься. Вот, молодой, старый человек занимается спортом. Это у них на высочайшем уровне. То есть для этого все есть, просто все есть. Работа 8 часов в день, зарплатишка там какая, да, и все. У тебя все остальное время занимайся чем хочешь. По поездке вообще классно. Классно, вам советую. Было 3 бассейна для взрослых с разной температурой. Самая большая это 32,8 градуса. Соль, вода соленая чувствовалась. На вкус, ну на вкус я знаю только натрий хлор. Вот. На самом деле там больше солей, намного больше. Все это продуцируется там что-то 20 тысяч литров в день. Каждый день 20 тысяч литров, пожалуйста. Вот, очень все прекрасно. Есть фитнес-зал, качалка есть, культуристы там, бассейн есть большой. Вот эти вот пирамиды, это как бы сделаны как жилые комнаты. Вот, там можно жить, и все это дышишь солями. Всем советую посетить. Пробыл я там час в тех бассейнах, заплатил 18 злотых, это немного. То есть вообще каждые выходные можно приезжать с семьей, люди с семьями приезжают, час-полтора, там полдня, пожалуйста, очень отлично, прекрасно. Всем советую, приезжайте туда. Я уже дома, поездкой очень доволен. Один день
проведенный в этих пирамидах, приравнивается к одному дню, проведенному на море. Вся эта история вообще началась зимой 1972 года. Искали нефть, но вместо нефти, когда уже пробурили где-то 1632 метра, на уровне 1632 метра, пошел вот этот источник, и вода поднималась на высоту там 13 метров. Ну, взяли пробы, температура воды там 32 или 42 градуса по Цельсию, постоянно 20 тысяч литров в сутки продуцируется, выходит наружу. Много-много солей там. Взяли пробу, посмотрели, ну хорошо, да, нам нужна нефть, и ушли. И уже в 2001 году, по-моему, уже там, спустя много лет, в 2001 году была вторая повторное исследование лабораторной воды. Ее признали лечебной, ну вот, и с того времени уже где-то, по-моему, в 2006 году, с 2001 по 2006 и 2008 год, уже были сделаны там уже облагорожено под вот эти лечебницы. Вообще, советую вам ехать не на велосипеде туда, потому что после всего этого распаренный, разгоряченный, хочется просто сесть, отдохнуть, и вообще желательно садиться в машину и ехать, а велосипед и еще там 36,5 километров. Но, в принципе, у меня получилось.